Понадобится творог и минимум остальных ингредиентов. Этот десерт очень вкусный, нежный, а главное легкий и полезный. Для начала берем 500 граммов зернистого творога. Вообще подойдет любой жирности. Но здесь есть одно простое правило. Чем творог жирнее, тем вкуснее и нежнее получается запеканка. Но в любом случае из любого творога получается очень вкусно и полезно. Перекладываем его в большую миску. Теперь добавляем 2 средних яйца. Следом высыпаем сахар. Я добавляю 70 граммов, но вы можете немного уменьшить или увеличить количество по своему вкусу. Добавляем щепотку соли. Без нее сладкая выпечка не раскрывает свой вкус полностью. И, конечно же, ванильный сахар. Он придаст запеканке тот самый домашний аромат. Теперь все нужно измельчить до однородности. Проще и быстрее сделать это погружным блендером. Но не превращайте массу в абсолютно гладкое пюре. Если блендера нет, ничего страшного. Просто заранее протрите творог через сито, и результат тоже будет отличным. Посмотрите, какая получилась масса. Однородная, густая и очень нежная. Но густота всегда зависит от влажности творога. Именно сейчас добавим ингредиент, который поможет сделать запеканку идеально нежной и при этом сохранить форму. Добавляем манную крупу. Мне достаточно 2 столовых ложек без горки. Если творог влажный, можно добавить 3. Главное не переборщить, чтобы запеканка оставалась именно творожной, а не манной. Хорошо все перемешиваем до однородности. Если вдруг масса получилась слишком густой, добавьте 1-2 столовые ложки сметаны. Теперь оставляем массу на 30 минут. За это время манка впитает лишнюю влагу, немного набухнет, и благодаря этому запеканка получится нежной, воздушной и не будет крошиться после выпечки. Перекладываем массу в форму. Форма подойдет любая, просто учитывайте, что от ее диаметра будет зависеть высота запеканки. Я использую бумажную форму диаметром 16 см, но обязательно ставлю ее в металлическую форму. Так бока не сильно зажариваются и остаются красивого золотистого цвета. Выпекаем заранее разогретой до 170 градусов в духовке примерно 45-55 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Запеканка готова. Посмотрите, какая она пышная, высокая и буквально дышит после духовки. Но сразу разрезать ее не стоит. Даем ей полностью остыть. По мере остывания она немного осядет и поверхность станет ровной и аккуратной. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой. А теперь можно пробовать. Она получилась невероятно ароматной, с румяной корочкой, очень нежной, сочной, по-настоящему творожной. Друзья, пишите, откуда вы меня смотрите. Мне всегда очень интересно это читать. Обязательно приготовьте. Уверена, этот рецепт вам понравится. Все очень просто, быстро, доступно. Сегодня готовим безумно вкусный творожный торт на сковороде. Практически без жира и буквально за считанные минуты. Все максимально быстро, просто, бюджетно, без весов и без миксера. Для приготовления теста нам понадобится 400 граммов творога, 2 средних яйца, 5-6 столовых ложек сахара, 2-2,5 стакана муки, 1 чайная ложка разрыхлителя и щепотка соли. Итак, начнем. Ставим сито на миску, берем 400 граммов творога и выкладываем его небольшими порциями в сито. После чего растираем ложкой или силиконовой лопаткой о стенки. Добавляйте творог порционно, так его намного легче протирать. Этот процесс делает тесто более нежным и однородным. Кто не хочет возиться с ситом, можно просто размять творог вилкой или воспользоваться погружным блендером. Посмотрите, какая получается нежная, воздушная и полностью однородная текстура.
Добавляем к творогу 5-6 столовых ложек сахара. Перемешиваем, чтобы сахар начал растворяться. Для этого рецепта лучше всего подойдет творог 5-9% жирности. К творогу вбиваем 2 средних яйца и добавляем щепотку соли. Теперь все хорошо перемешиваем. Масса должна стать мягкой и однородной. Друзья, точный список всех ингредиентов вы найдете в описании или в конце видео. Далее вводим муку. Сначала 2 стакана, емкость стакана 200 мл. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и замешиваем тесто. Сначала перемешиваем лопаткой, а когда станет сложно, переходим на руки. Вымешивать нужно недолго, только до объединения всех ингредиентов. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам. При необходимости можно подсыпать еще немного муки. Далее скатываем тесто в колбаску и делим на 8 частей. Количество частей зависит от размера вашей сковороды. Тесто получается очень мягкое. Каждому кусочку придаем округлую форму. Берем первый колобок, остальные накрываем пленкой и убираем в сторону. Подпыляем стол и тесто мукой и раскатываем в тонкий пласт толщиной примерно 3-4 мм. Нужный диаметр можно вырезать сразу или уже после выпечки. Я буду вырезать позже. Обязательно накалываем тесто вилкой, чтобы оно не пузырилось. Переносим на сухую разогретую сковороду и выпекаем на среднем огне примерно 2 минуты до золотистого цвета. После чего переворачиваем корж и еще минуты 2. Первый корж готов. И так поступаем со всем тестом. Вот такие получаются красивые, мягкие, воздушные коржи с минимальным содержанием жира. Легко переворачиваются, хорошо пропекаются, получаются мягкими и ароматными. Кто хочет, может выпекать их в духовке при температуре 180 градусов до легкого золотистого цвета. Только не пересушивайте. Вот так просто и быстро мы выпекли все коржи. Обрезаем края. Диаметр у меня 20 сантиметров. Для обрезки я использовала обычную крышку от кастрюли. Получилось 8 коржей и обрезки на посыпку. Коржи мягкие, просто шикарные. Теперь приготовим крем. Очень простой и, честно говоря, идеальный для этого торта. Берем пол-литра любой густой сметаны и 1/3 часть банки сгущенного молока. Все перемешиваем ложкой или лопаткой до однородности. Для этого торта также отлично подойдет заварной крем или вареная сгущенка. Добавляем несколько капель ванильного аромата, перемешиваем и приступаем к сборке. Чтобы торт не съезжал, на дно тарелки наносим немного крема. Далее промазываем каждый корж, мысленно разделив крем на 8 примерно равных частей. И собираем торт слой за слоем.
Друзья, пишите, откуда вы меня смотрите. Мне всегда очень интересно это читать. Нанесем крем наверх и бока торта. Бока я украсила измельченными орешками, но это не обязательно. Можно просто обсыпать весь торт крошкой из обрезков. Вот такой простой, быстрый, бюджетный и довольно большой торт у нас получился. Дайте ему пропитаться 2-3 часа, и можно смело разрезать и пробовать. Сверху я украсила торт вот таким простым, но очень эффектным способом, сделав сеточку из крошки. Он мягкий, не жирный, из простых доступных ингредиентов, очень уютный и домашний. Отличный вариант к чаю как на каждый день, так и на праздник. И самое приятное, готовили мы его на сковороде без духовки. Это очень вкусно. Всем приятного аппетита, всем пока!